Теперь мы с вами начнем вязать лапы тигра. Начнем с передней лапы. Но для всех 4 лап ступня вяжется одинаково. Начнем с пальца. Вот таких заготовок отдельных надо 2. 2 таких свяжем. 3 будем вязать немного по-другому, не обрывая нитку. Делаем кольцо. Вывязываем еще одну воздушную петлю. И вяжем всего 6 столбиков без накида. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо стягиваем. Так, теперь берем мулине. Я, по крайней мере, пользуюсь нитками мулине, чтобы на изделии не было очесов. И протягиваю не через эту петлю, а вот эту. Вот она как раз, эта петля, над 6 столбиком. Маркерная нить вам обязательно понадобится. Вот, видите, я оставила маркерную нить. Вы ее пока не вытягиваете. Так, дальше. Захожу я вот в эту петлю. Вот она бугорком. Вот. А потом буду заходить в следующую петлю. Причем за переднюю полупетлю. Вяжем в первую петлю столбик без накида. В следующую петлю под переднюю полупетлю прибавка 1, 2. В следующую петлю, это уже 3 у нас столбика, в следующую петлю 1, в следующую петлю прибавка 1 и второй сюда же. Это уже 6. В следующую петлю 1, и в последнюю петлю прибавка 1, 2. Итого 9 столбиков без накида. Вот в эту петлю протягиваю маркировочную нить. Значит, во втором ряду 9 столбиков без накида.
Третий ряд вяжем. В каждую петлю под переднюю полупетлю столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот сюда в последнюю, где маркерная нить, 9. Теперь кольцо стягиваем. Нитку отрезаем. После того, как провязали последний столбик, вот в эту петлю протягиваем маркерную нить. Теперь эту нитку вытягиваем. И должны закрыть ряд. Вот у нас одна петля первая, вот вторая. Под вторую петлю с изнаночной стороны заходим. Кольцо подтяните как следует. Значит, вот одна петля, вот вторая. Под вторую заходим с внутренней стороны. И этот хвост протягиваем. Вот так сделайте, чтобы вам видно было. Теперь этот же хвост протягиваем в отверстие, в петлю, где у нас маркировочная нить. И у вас получится полноценная петля, то есть полностью ряд закрыли. Теперь эту нитку нужно зафиксировать внутри. Эти хвосты можно сделать покороче. И заправить внутрь. Итак, мы связали с вами 2 пальца. Маркировочные нити оставляем. И связали 3-й палец. В 3-м пальце нитку не отрезайте. Будем вязать дальше. Теперь в этом 3-м пальце вяжем 4 столбика без накида. 1, 2,
3. Вот 4 берем за полную петлю, за всю петлю. Сейчас я объясню вам почему. Берем следующий палец. Вот у нас последняя петля здесь. Значит, мы заходим вот сюда. За целую петлю. И потуже затягиваем. Если мы в этой части будем заходить за половину петли, у нас вытянется петля. Надо зайти за всю петлю. Вот потуже. 1. Дальше за полупетлю. 2. 3. 4. 5 провязываем за всю петлю. 5. И берем последний палец. Смотрим здесь. Эта петля у нас с маркером. Значит, мы должны зайти под следующую петлю за полную петлю. И провязываем 9 столбиков. Тоже потуже затягивайте. 1. Дальше за полупетлю. Вот здесь не пропустите, петелька маленькая. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 столбик провязываем за всю петлю. Вот видите, мы как раз попали, где маркерная нить. 9. Так, вот здесь пальцы тоже не перекрутите. Так, эта петля занята. В следующую. За всю петлю. 4 столбика. Вот здесь потуже между пальцами. 1. Теперь за полупетлю. 2. 3. 4 провязываем за всю петлю. Вот видите, для чего маркерная нить? Чтобы было видно, что вы ничего не пропустили. И для последнего пальца вяжем 5 столбиков без накида. Первый заходим за всю петлю.
потуже стягиваем. Один. Дальше за полупетлю. 2. 3. 4. И здесь 5 берем только за полупетлю. 5. Вот 3 пальца у нас соединились. Теперь, чтобы вам не мешали эти маркировочные нити, вот здесь, сбоку, где мы закончили, нить маркировочную оставьте. Вот эту можно убрать. И эту можно убрать. Даже от мулине красит. Поскольку у меня маркировочная нить короткая, я буду удлинять. Значит, вот сюда в последнюю, не в последнюю, а в предпоследнюю петлю ввожу маркировочную нить. Вяжем 5-й ряд. 3 столбика без накида, убавка 2 раза. Так, не пропустите. Так, 1. 2. 3. Убавка. Вот 1. И 2. Значит, мы 3 столбика провязали правильно. Это 1 раз. Опять 3 столбика. 1. 2. 3. Убавка. Вот 1 петля. И вот 2. Семь столбиков без накида. Один. 2. 3. Провязываем 4. Берем другого цвета маркерную нить. Вот я взяла бордо. И над 4 столбиком в петлю протягиваем. Это будет середина как раз. Вот чтобы у нас видно было центр здесь и центр здесь. Впоследствии тоже пригодится. 4. Дальше вяжем 5, 6,
7. Теперь вяжем убавка. Вот, как раз попадаем между пальцами. 1. И 2. И провязываем вместе. Теперь провязываем только 2 столбика. 1. 2. Убавка. 1. И сюда 2. И провязываем 4 столбика. 1. 2. 3. 4. И в этом 5-м ряду у вас должно быть 23 столбика без накида. Вяжем 6-й ряд. 4 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. 1 и 2. И провязываем. И далее вяжем 17 столбиков без накида. Один, 2, 3, 4, 5. 6. Маркерную нить продернуть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 провязываем белым и заканчиваем нитью основного цвета. В 6-м ряду у вас должно быть 22 столбика без накида. Белую нитку можно отрезать. Далее вяжем основным цветом по кругу 7, 8 и 9 ряд по 22 столбика без накида
каждом ряду. Не забываем маркерную нить протягивать в каждом ряду. Один. Два. Заканчиваю я 7-й ряд. Провязала 21 столбик. И мне нужно провязать последний, 22-й. Если я зайду вот под эту петлю, то у меня здесь получится ступенька. Вот видите, получается разрыв. Чтобы этого не было, вот лучше попробуйте, проверьте, зайти на ряд ниже. То есть не сюда, а вот ниже. Двадцать два. Маркерную нить протягиваем вот в эту петлю. Также. И теперь вяжем 8-й ряд. Тоже 22 столбика без накида. И здесь переход не так будет заметен. 1, 2, 3. Это у нас будет 8-й ряд. И затем 9-й ряд. Вяжем 10-й ряд. 3 столбика. Убавка 4 раза. 1, 2, 3. Убавка. 1 раз. 1, 2, 3. Убавка. Это 2 раза. 1, 2, 3. Убавка. Это 3 раза. 1, 2, 3. Убавка. 4 раза. И 2 столбика без накида. 1, 2. В этом 10-м ряду у вас должно быть 18 столбиков без накида. Вяжем 11-й ряд, в котором будет 18 столбиков без накида. То есть вяжем без изменения. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. 18. Вяжем 12-й ряд. Столбик без накида. Убавка. И так нужно провязать 6 раз. Столбик без накида. Убавка.
Это 2 раза. Столбик без накида. Убавка. Это 3 раза. Столбик без накида. Убавка. 4 раза. Столбик без накида. Убавка. 5 раз. Столбик без накида. Убавка. 6 раз. В этом 12 ряду должно быть 12 столбиков без накида. Вяжем 13 ряд. 6 убавок. Один, два, три, четыре, 5, 6. В этом 13 ряду 6 столбиков без накида. И вот такая часть, ступня, вяжется одинаково для всех 4 лап. Ну, конечно, вы нитку не обрезаете. Каждый раз вы вяжете вот эту часть одинаково. И теперь мы с вами будем вязать переднюю лапу. Смотрите, мы здесь закончили. Значит, вязать мы будем дальше вот так. То есть вот эта нитка у нас уходит вправо, красная влево. Теперь берем маркеры. Так, у нас здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А у нас здесь 22 столбика. Значит, не эту часть берем, а вот так. Вот. То есть это уходит на другую сторону. 11 здесь и 11 с другой стороны. Теперь берем 3 центральных столбика. То есть мы 4 должны сбоку оставить. 4 и 4, 8. И 3 это будет 11. 1, 2, 3, 4. Значит, вот 3 центральных столбика. Но мы заводим между основным цветом и белым. 1, 2, 3. Вот так. И остается у нас 1, 2, 3, 4. И здесь 1, 2, 3, 4. Значит, на этой ступне, это передняя лапа, мы должны набрать по окружности 20 петель. 3 у нас впереди. Давайте я схематично нарисую. Вот здесь у нас 3. 1, 2, 3. Здесь вверху у нас 6. Впереди 3. 1, 2, 3. На ряд выше и в сторону. Так, 1. Опять на ряд выше.
и в сторону. Два. Лучше всего маркер не застегивать, чтобы легче было снимать. На ряд выше и в сторону. 3. И 4 попадаем как раз под маркер, маркерную нить. 4. То есть у нас получается так: 1, 2, 3, 4. И с этой стороны будет точно так же: 1, 2, 3, 4. Так, это у нас уже получается 14. 3 мы должны сюда прикрепить, и 3 должны с этой стороны прикрепить. Вот, и теперь из-под каждого маркера набираем по одному столбику. Так, отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'Вот здесь 3 столбика у нас будет. 8, 9, 10. Вот я прикрепила маркеры, точно так же, как и здесь. 10. Вытаскиваем. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И, как я говорила, вот здесь 3 столбика должно быть. У нас 3 петли. 17. Вот петля, где маркерная нить. 18. Вот свободная. 19. И вот сюда, где маркерная нить, 20.
самое тяжелое мы с вами прошли. Так вяжем, только набираем 20 петель столбиков, только для передней лапы. Для задней будет другое количество. Это мы с вами провязали первый ряд. Теперь вот эту нитку начальную мы вставляем не сюда. Вот здесь у нас 3 петли, 1, 2, 3 центральные. Так из них центральная будет вот это. Надо обязательно центр найти. Вот сюда вводим крючок. И вот здесь мы будем заканчивать. Вяжем второй ряд, 20 столбиков без накида. То есть один столбик мы уже провязали с вами. 2, 3, 20. Вот, мы как раз в центре. Так, а вот эту нитку можно вытянуть. Она нам не нужна. Так, третий ряд точно так же вяжем 20 столбиков без накида. Заканчивая третий ряд, провязала 19 столбиков. Вяжу 20 и закрываю его черным цветом. Теперь вяжем 7 столбиков черным цветом. Один, два. Хвост мы заправили. 3, 4, 5, 6, 7. Убавка. 1 и 2. Провязываем вместе. 2 столбика без накида. 1, 2. Убавка. 1, 2. Провязываем вместе. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязала я 6 столбиков черным цветом. И последний столбик вяжем не под эту петлю, а вот на ряд ниже. Так. И заканчиваем основным цветом. В четвертом ряду у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Пятый и шестой ряд вяжем 18 столбиков без накида основным цветом.
1, 2, 3, 17. Здесь у нас был переход. Заходим на ряд ниже. Вытягиваем. И черную нитку нам нужно поднять вверх. Убираем черную нитку. И вяжем основным цветом опять 18 столбиков без накида. Это у нас будет 6-й ряд. 2, 3. И так вяжем. 7-й ряд. Вяжем нитью черного цвета. 8 и 9 вяжем нитью основного цвета. Основной цвет. 10-й ряд вяжем черным цветом. 11, 12 ряд вяжем основным цветом. 13 ряд вяжем черным цветом. 14, 15 ряд вяжем основным цветом. Основной цвет. 16 ряд черный цвет. Так, ну, надеюсь, это понятно, что вяжем один ряд черным цветом, один ряд, и 2 ряда вяжем основным цветом. Вот, пробежите 16 ряд черным цветом, 17 я буду показывать. Так, ну что, провязала я 16 ряд черным цветом. Получается, что на передней ноге 1, 2, 3, 4, 5 черных полосок. И теперь черный цвет можно отрезать. Вяжем 17 ряд. 3 столбика без накида, прибавка 4 раза. 1, 2, 3, прибавка 1 и сюда же второй. Опять вяжем 3 столбика. 1, 2, 3, прибавка 1 и сюда второй. Это уже 2 раза. 1, 2, 3, прибавка 1 и сюда второй. Это 3 раза. 1, 2, 3, прибавка 1, 2. Это уже 4 раза. И 2 столбика. 1. Ну и второй ниже, чтобы выровнять.
Так. В этом 17 ряду 22 столбика без накида. 18 и 19 ряд вяжем 22 столбика без накида в каждом ряду. Вяжем 20 ряд, столбик без накида. Далее 3 столбика убавка 4 раза. 1, 2, 3. Убавка. Это 1 раз. 1, 2, 3. Убавка. Это 2 раза. 1, 2, 3. Убавка. 3 раза. 1, 2, 3. Убавка. 4 раза. И 1 столбик без накида. В 20 ряду 18 столбиков без накида. Вяжем 21 ряд. Столбик без накида, убавка 6 раз. Столбик без накида, убавка 1 раз. Столбик без накида, убавка 2 раза. Столбик без накида, убавка 3 раза. Столбик без накида, убавка 4 раза. Столбик без накида, убавка 5 раз. Столбик без накида, убавка 6 раз. В 21 ряду 12 столбиков без накида. Теперь вяжем 6 убавок. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, провязали 6 убавок. Теперь мы их распускаем. Вот здесь у нас последняя петля. В эту петлю ставим маркер. То есть мы с вами сделали расчет, вот этот отрезок, на 6 убавок на следующий ряд. И теперь оставляем часть какую-то, чтобы пришить ногу. Что хотелось бы сказать? Вот эту часть, пятку, карандашом вытяните.
Вот так должно быть, то есть прямо. Теперь мы с вами сразу вышьем когти. Вышиваем их только после того, как связали ногу, потому что когда мы набираем до набора петель, вот здесь, вышивать когти не нужно, потому что вы можете не на той стороне их вышить. Я показываю, как я буду вышивать, а вы уже там смотрите. Так, вот эту нитку уже все можно выдернуть. Так, захожу я подальше и вывожу вот сюда в центр, где мы с вами набирали 6 столбиков без накида. Так, теперь смотрите. 1, 2, 3 ряда. Пропускаем сверху 1, 2, 3. Ну и где-то тут по центру. Вот сюда. И здесь 1, 2, 3. И вот так выводим. Так, вывели. У нас здесь проходит черная нитка. Зажмите ее и подтяните. Теперь здесь в центр. И выводим на последний палец. 1, 2, 3. Вот сюда. Зажимаем черную нитку здесь. И здесь тоже в центр. И где-нибудь выводим. Здесь тоже пережмите, чтобы нитка не вытянулась. И вот так когти я вышиваю. Ну и можно в черный цвет вывести. И обрезать. Так, передняя лапа у нас готова.